По графику определить значение скорости. Можно ли утверждать, что в каждом изломе тело движется равномерно? У нас есть система координат, мы ее строим. Это ось времени t, а это расстояние. Это 20, это 40, это 60. Здесь будем отмечать. Раз, это 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот тело движется по такому графику движения этого тела. Нарисуем его таким образом. Потом будем оценивать каждый участок. График движения тела в зависимости от времени. Что мы можем утверждать по этому графику? Каким образом его можно оценить, описать и так далее. Если вы обратили внимание на каждый из этих отрезков, они у нас являются прямыми линиями. Отрезок 0А, отрезок АБ прямая линия, отрезок БС прямая линия, отрезок СД прямая линия. О чем это говорит? Это говорит о том, что давайте вспомним, что вот эти отрезки очень напоминают функция y равно ax. В данном случае это будет ровная линия. И мы знаем о том, что для того, чтобы определить скорости, которые существуют на вот этом отрезке, участке, нужно пройденное расстояние разделить на это время. Каждый из этих отрезков будет определен каким-то определенным углом наклона по оси к времени. Видите? Это один угол, вот это угол, допустим, бета, вот это угол, обозначим это дело гамма. Мы видим о том, что здесь угол альфа как-то больше, чем угол бета, а угол гамма больше, чем и этот угол, и этот угол. Скорость определяется отношением s, деленное на t. И еще, с другой стороны, она пропорциональна вот этому тангенсу угла, который образует вот эта линия, s, деленное на t. Чем больше тангенс угла, тем, естественно, скорость выше. Если мы можем оценивать, допустим, скорость, которая на участке АБ происходит между нулевым часом и первым часом, и часом первый и второй, можем сказать, что вот эта скорость, естественно, будет больше, чем тело идет на вот этом участке. В на участке нуля, можно сказать, что она будет больше, чем на В на участке АБ. И можем определить эти скорости. Вот смотрите, В в данном случае на участке ОА, ВОА, будет равно расстоянию 20 деленное на 1 час. Если это у нас будет t в часах, это будет в километрах. И тогда мы 20 делим на 1 час, получаем скорость 20 делим километров делим на 1 час. Скорость на этом участке мы получили 20 километров в час. Давайте посмотрим, какая скорость будет на вот этом участке. Тело прошло за 2 часа, обратите внимание, за 2 часа. Между первым и третьим часом оно прошло расстояние 20 километров. Скорость на участке АБ будет равно 20 километров. Но делим уже, естественно, за 2 часа. Равно 10 километров в час. Посмотрим, какая скорость у него будет на вот этом отрезке Б. Обратите внимание, что в течение с 3 до 5 часов у нас расстояние никак не менялось. То есть тело находилось, и, естественно, этот угол, который мы хотели получить, он равен нулю. Вот этот угол. Поэтому скорость в данном случае будет равна нулю. Потому что если мы увидим, что изменение расстояния не произошло, а время, естественно, шло. Поэтому 0 делить на время мы получим значение 0. В на участке BC равна нулю. И вот теперь давайте посмотрим, какая скорость будет на участке CD. Мы должны разделить расстояние 40 километров, должны разделить на вот это время, которое 1 час и 1/3 часа. Скорость на участке CD равна 40 километров. Мы разделить должны на 1 час и 1/3 часа. И мы получаем скорость 4/3 на 4 часа, а тройка идет вверх. Получаем 120 делить на 4, мы получаем где-то 30 километров в час. Но хотелось бы обратить внимание о том, что путь, естественно, двигается к началу. Если тело двигалось сначала вверх до 40 километров, потом оно пошло наоборот. Эта скорость у нас будет, В на участке CD, будет отрицательная скорость. Почему отрицательная? Даже можно посмотреть по графику. Если эта скорость соответствует еще и тангенсу значения, тогда на единичной окружности, которую мы можем построить, проведя вот эту линию до пересечения с осью тангенса, мы можем увидеть, что она попадает на отрицательное значение тангенса. Вот этот весь угол, который обычно считается, он даст нам отрицательное значение тангенса, и поэтому скорость будет со знаком минус. То есть она направлена противоположная вот этой скорости, которая на участке ОА и на участке АБ. Если эти скорости направлены вверх, движутся по направлению в эту сторону, это скорость, одна скорость и вторая скорость, так третья скорость будет двигаться по направлению наоборот. Поскольку скорости являются векторными величинами, поэтому будем знать о том, что если у нас прямые, обратная скорость и так далее. А в соответствии величину скорости всегда мы можем посчитать. Это известное расстояние, которое прошло за определенное время.